Всем привет! Ферганский плов – это одна из самых популярных разновидностей плова. Вот сегодня я его делаю. Постараюсь тщательно все вам показать. Мясо – это говяжья лопатка, килограмм, и немножко косточек бараньих. Рис – это круглозерный рис, мистралевский, производство фирмы Мистраль, специально заточенный под плов. Хороший очень рис, для плова подходит. Но рисов для плова я применяю несколько разновидностей. Есть специальный сюжет. Рис для плова. Какой именно? В плейлисте плова, естественно. Это хлопковое масло, отлично подходящее к плову. Ну а вообще для плова я использую различные виды масел и их сочетания. Подсолнечное масло, вытопленный курдючный жир, аутентичный вариант, очень хороший. Зигирное масло, это льняное масло с добавлением кунжута. И кунжутное масло я тоже использую как ароматизатор. Вот в этом сюжете, плов по-китайски, вот я его добавляю в конце. У него очень мощный вкус. У меня две разновидности моркови сегодня. Оранжевая и желтая азиатская. Но это не обязательное условие, можно использовать любую из них. Если плод не особо длинный, можно вот так вот резать, прямо вдоль. Сначала на пластины, миллиметра 4 толщиной, а потом на брусочки. А если морковка длиннее, чем нужно, а нужно где-то сантиметров 6. Опять же на брусочки, а потом наискосок. И получаем любую длину. Работать я буду на большом нагреве, на мощной конфорке. Вот я ее вам показываю. Использовать хлопковое масло, которое показал минутой раньше. Но это специальное очень хорошее хлопковое масло, сделанное в Северном Таджикистане. Видите, какое оно густое, вязкое и очень ароматное. Вот сегодня я буду делать только на хлопковом масле. А все те масла, которые я вам чуть ранее показал, в различных сочетаниях определяют вкус плова. Разные варианты приемлемы и интересны. И иногда я применяю различные сочетания этих масел. Мясо тоже хорошее, лопатка говяжья, это не жесткое мясо и очень вкусное. Я его режу, вот видите, не крупными кусочками размером с грецкий орех, ну чуть побольше может быть. Иногда я режу мясо на более крупные кусочки, а перед подачей разрезаю. По-разному можно делать. Таймер будет все время в кадре. Я его сейчас не запускаю, потому что это предварительный пролог, так сказать. Я обжариваю косточки бараньи. Мало кто это будет делать, поэтому я таймер не включаю пока. Включу чуть позже. Ну, эти вот обжаривающиеся косточки, они дополнительно ароматизируют масло. Тоже это улучшит вкус. Семена кориандра, примерно чайную ложку, ну, может, 1,5, растираю в ступе. Почти весь процесс будет идти на максимальном нагреве. Когда я буду убавлять нагрев, я об этом буду извещать. Соотношение классическое, это килограмм, килограмм, килограмм. Килограмм риса, килограмм мяса, килограмм моркови. Ну вот косточки обжарились, так, хорошо обжарились. Я их убираю, на них практически почти нет мяса, они не понадобятся. Запускаю таймер и отправляю жариться лук. Казан у меня, это знаменитый казан нашей семьи, ему скоро будет 50 лет. Он мне в наследство достался от родителей. Произведен на одном из заводов города Душанбе. Ну, почти 50 лет назад. Лук довольно быстро обжарился. Легким загаром покрылся. Отправляю мясо. Ну, так как таймер в кадре, вы можете следить за процессом, непосредственно видеть, когда и что происходит. Не готовьте
в точном соответствии посекундно, как у меня, потому что у нас разные температурные условия. Ну, все будет близко, но абсолютно совпадать не будет. Аккуратненько выложил мясо, не все сразу бухнул, чтобы резко температура не упала. Ну, минуты через 3 начинаю помешивать. Отправляю кориандр к мясу и зиру, ну, примерно 1,5 чайных ложки. Содержимое периодически помешиваю. Мясо пока еще не жарится, потому что оно выделило сок, оно скорее тушится. Но скоро начнет жариться. Чеснок я зачищаю вот так вот, снимаю наружный слой шелухи, а зубчики не обнажаю. Ну, в некоторых случаях я, правда, их частично обнажаю. Ну, можно и так, и эдак. Но сегодня решил 2 перчика применить. И красный, и зеленый. Будет симпатичнее. Ну вот, мясо уже 18 минут готовится. И вот сейчас оно начало жариться. Жидкость испарилась. Вот видно, что мясо уже обжаривается. Ну так, нормальная коричневая корочка появилась. Можно запускать морковь. Запускаю сначала желтую морковь. Ну и через минуту оранжевую. Ну еще через пару минут аккуратненько начинаю помешивать, перемешивать содержимое. И убавляю нагрев до среднего, чтобы мясо не сгорело. Сейчас морковь пустит сок, и можно будет опять добавить нагрев. Солю. Опять же периодически помешиваю содержимое. И уже можно замочить рис. Заливаю его водой, чистой водой, из фильтра. Ну, могу еще горячей воды добавить. Ну, в общем, чтобы температура воды, в которой замачивается рис, добавил соль, кстати, ну, была порядка 30-35 градусов. Это нормально. Вода сразу мутнеет, эта рисовая пудра делает воду мутной. Это, кстати, барбарис. Примерно столовая ложка, ну, может, 1,5. Но это на любителя. Барбарис часто используют в плове. Мне нравится. Продолжаю помешивать, а рис замачивается. Воду я буду периодически менять. Ну, 6-7 раз поменяю. Если у вас в водопроводе течет чистая вода, вкусная, то можете просто под тоненькой струей проточной воды промывать рис. Подсаливать не обязательно. Ну вот таймер вы видите, морковь стала мягкой. Даю максимальный нагрев. И заливаю опять же чистой водой комнатной температуры. Нагрев максимальный до того момента, пока содержимое не закипит. Укладываю 3 головки чеснока и 2 перчика. А содержимое называется зирвак или зарбак. И так и эдак. Меняю воду риса. И вот этот зирвак, он же зирбак, на малом огне буду держать примерно 40 минут.
Пробую, кстати. Еще солю, потому что зирвак обычно должен быть пересолен. Когда будем укладывать рис, возможно, еще придется добавить. Итак, ставлю минимальный нагрев. Я использую разные сорта риса. Вот это плов из риса Девзира. Это из риса Лазер. У меня на канале в плейлисте пловы 36 вариантов разновидностей плова. Даже вот такой вот плов по-китайски. Вот я сам придумал, если честно. Зайдите в плейлист пловы. Там много чего интересного. И разные варианты риса, и разные варианты плова. Зирвак провел 40 или немного более минут. Добавляю нагрев до максимального. Пора укладывать рис. Да, спасибо за просмотр рекламы, если вы ее смотрите. Слил воду с риса. Ну и укладываю аккуратненько сверху. Ну, как видите, к 100 минутам дело подходит, таймер в кадре. То есть 1:38 в данный момент. Укладываю рис. Как я уже сказал, это очень интересный, хороший и вкусный рис. Круглозерный, мистралевский. Ну, еще Лазер есть очень классный рис, очень распространенный. И Девзира. Ну, скажем, если вы где-то в Америке готовите, я не думаю, что у вас там есть Лазер и Девзира, ну, может быть и есть, но это очень сложно найти. Я немножко добавляю воду. Ну, так, чтобы примерно на полсантиметра уровень был выше. И добиваюсь равномерного нагрева и кипения по всей поверхности. И добавляю еще соль. Как только жидкость уйдет с поверхности, уже соль добавить будет нельзя. Так вот, если вы где-то, скажем, в Германии или в Америке, ну, я не знаю, какие у вас виды риса есть. Я предполагаю, что у вас много разновидностей риса. Ну, скажем, у вас точно есть рис басмати. Вот 100 минут таймер сбросился до 0. Жидкость постепенно испаряется. Скажем, басмати у вас есть рис. Можете его использовать, кстати. Он быстро готовится. И, в принципе, дает неплохой результат. Его часто используют в Юго-Восточной Азии. Ну, скажем, в Пакистане. Пробую, кстати. Ну, зернышки риса стали уже мягче. А что касается масла, то не знаю, есть ли у вас хлопковое масло, ну, используйте, скажем, подсолнечное. Проверяю, есть ли еще жидкость. Ее пока достаточно много, но она скоро закончится. Аккуратненько размешиваю, перемешиваю верхние пласты. Вот так вот. Так вот, используйте подсолнечное масло. Ну, кстати, в Америке, там, с хлопковых полей Алабамы, то у вас вполне может быть и есть хлопковое масло. Вам выбирать, потому что я не знаю ассортимент ваших магазинов. Да, рис готовится. И жидкость через минуту исчезнет вовсе. Если жидкости много, можно высверливать вот такие колодцы, чтобы быстрее уходило. Но мне в данном случае это не нужно. У меня процесс, слава богу, идет нормально. Сделал ямку и добавляю еще зиру, ну, чайную ложку или 1,5. Растираю в ладонях. Присыпал рисом. Вода наверняка уже ушла. Возвращаю перчики. Накрываю крышкой, даю слабый нагрев. Ну, не минимальный, но близко к минимальному. Даже переставлю казан на менее мощную конфорку. Вот такой нагрев даю. И держу 30 минут под крышкой. Если вы используете рис басмати, то 15 минут будет достаточно.
Из лука, острого перчика, базилика и помидора я быстренько делаю салат шакароб. Или ачик-чучук. И так называют. Классный салат, к плову подходит просто идеально. В плейлисте салаты он полностью показан. Ну, в принципе, все просто. Нарезали, все и смешали. Через 30 минут я выключил. Ну, еще через 2-3 минуты открываю. Ну и проверяю, собственно, как вот дела. Ну, запах, естественно, классный. Ну и дела в порядке. Правильный звук. Таймер в кадре, вы все видите. 147 минут. Достаю чеснок и перчики тоже достал, чтобы не порвать. Перчики должны быть целые. Перемешиваю. Еще чеснок. Ну и подаю. Какие-то дополнения могут быть к плову. Ну вот у меня сегодня перепелиное яйцо. 150 минут. То есть 2 часа, 2,5 часа. Да, 2,5 часа заняло это дело. Салат шакароб, тандырная лепешка и классный и очень вкусный плов. Приятного аппетита. Приготовьте. Пока.